Итак, котята мои, всем привет! Это у нас вторая часть, давайте будем продолжать. Для тех, кто не видел, что было в первой части, напоминаю, что в первом задании, первого видео, да, мы получили это тестовое задание. Мы нашли этот сервис на GitHub, мы разобрали репозиторий, подняли его в докере и убедились, что он у нас работает. В целом, это то, что мы сделали в прошлом видео. Теперь мы будем продолжать. Но перед тем, как мы будем продолжать, для начала у меня перед видосами, да, логично, что я могу останавливать сервис и так далее и тому подобное. Соответственно, поднимаем стенд заново. Что для этого нужно сделать? Я могу просто в терминале написать команду, которая называется docker ps. И здесь я вижу, что у меня здесь нет ничего. Я могу запустить свой докер контейнер. Я могу сделать это из десктопной версии, нажать здесь просто старт. Либо же я могу прописать команду. То есть я могу написать команду docker start и название моего контейнера pet clinic. И после этого он тоже запустится. Все команды, которые я буду прописывать в видео, я их продублирую. Также, если, допустим, у меня контейнера по какой-то причине здесь нет, то мы берем команду из первого видео. Ну а если захотим перезапустить и вернуть состояние контейнера в исходное состояние, если вдруг мы что-то сломали, то всегда можно прописать docker restart и опять же название нашего контейнера. И будет все круто, классно, хорошо. Так, мы запустили его вроде как, он у нас начал работать. Давайте я здесь напишу docker ps. Да, вот он у нас есть, все супер, хорошо. И давайте еще выполним curl.exe, http localhost 9966 и, соответственно, petclinic /api /pettypes. Все, мы получаем ответ. Здорово, классно. Давайте откроем наш репозиторий и давайте откроем здесь Swagger. Как мы видим, все у нас прекрасно работает. Так, знаете, что меня интересует? Перед тем, как мы будем двигаться и работать со Swagger, да, с Postman, разбираться, что это такое, у меня есть вопросики, которые я бы хотел выяснить. Смотрите, я сейчас выполнил запрос, я не участвовал ни в какой авторизации. То есть у меня, по сути, нет авторизации. И это, ну, интересненько. Поэтому я бы сейчас разобрал всего 3 главных вопроса. Почему он пускает меня без всяких паролей и так далее, без всяких авторизаций? Соответственно, откуда взялись вот эти вот данные, которые уже здесь есть в Swagger? И, соответственно, что будет с нашими данными, если мы, например, перезапустим наш сервис? Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, я сделаю следующее. Мне нужно, опять же, вернуться в репозиторий. И что я здесь буду искать первым делом? Смотрите, у нас на самом деле все очень просто. Поскольку это проект достаточно базовый, то есть Spring приложение, да, такое базовое, и у него есть папка src main. src main, вот здесь вот есть интересная информация. Она находится в разделе ресурсы. Что я здесь могу увидеть в этом разделе? У меня есть application properties, да, давайте его откроем, посмотрим, что тут есть. Тут есть много чего. У нас есть активный профиль H2, окей, хорошо, это мы тоже запомним. И давайте посмотрим, есть ли здесь что-то связанное с security. Ну вот, я уже вижу. В принципе, вот, security. Авторизация is disabled, да, все, это базовая штука для демо-сервиса. Она выключена по умолчанию. Супер, на первый вопрос мы ответили. То есть это никакой не баг, да, можно это смело вычеркнуть. Это возможность как раз white box тестирования, да, когда у нас есть доступ к сервису, мы можем зайти внутрь в код, все это дело посмотреть. Супер, хорошо, здесь мы выучили, да, точнее разобрали тот момент, почему у нас все работает без авторизации. Здорово. Что мы можем еще посмотреть? Так, давайте посмотрим, что у нас есть еще с Data Location. У нас есть что-то интересное? С Data Location тоже есть, да, вот база данных.
Раз это у нас H2, то мы идем в H2. Data SQL. Окей, хорошо. Database, H2 и Data SQL. Вот наша базочка. Здесь мы видим все инсерты, да, которые нас интересуют. Ну, как мы видим, все у нас здесь находится. Супер. Так, отлично. И давайте, знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, сделаем еще следующую штуку. Я хочу проверить. Я создам сейчас владельца. Да, я создам сейчас владельца. И сделаю рестарт сервиса. Я хочу посмотреть, что у меня произойдет с моим сервисом. Потому что, по идее, вот эта вот база, которая здесь есть, H2, это, по идее, база непосредственно в Java. Да, H2 это легкая база данных, так называемая, написанная на Java. И она заключается, ее особенность в том, что она поднимается внутри нашего приложения. То есть приложение поднимает ее внутри себя. Отдельный сервис для этого нам не нужно, поэтому мы с вами запускали всего лишь один образ без второго контейнера с базой. Ну и, соответственно, нам нужно будет понять, что у нас будет происходить, когда мы будем создавать нового пользователя и потом будем рестартиться. Я, исходя из данной логики, предполагаю, что данные должны затираться. То есть, перезапуская сервис, поскольку все хранится в локальной памяти, на диск ничего не пишется, значит, после перезапуска у меня все будет обнулено. Но давайте мы это с вами выясним. И для того, чтобы это выяснить, я сделаю... Ну, давайте просто базово curl запрос бахнем. curl.exe. Ну, давайте -s. -x. Post запрос. HTTP. Localhost. Какой-нибудь там 9966, который у нас был, да, PetClinic. PetClinic, API, Ovners. Вообще, ну, как бы, у нас есть раздел, где мы можем создавать юзера прямо здесь. То есть вот он, пост-запрос, который мы можем отправить с first name, да, last name и так далее. Можно делать это курлом, можно делать это не курлом. Но давайте, раз уж у нас есть опция сделать это не курлом, то напишу прямо здесь. Пускай будет Эрик какой-нибудь тест. Так, и, ну, все остальное Madison Garden. Ну и тут 666. Вот так вот. И здесь тоже 666. 133, 133. Это вдруг там куда-то видео попадет. Вот. Окей. Выполним запрос. Так, 201, да, все круто, классно, хорошо. Юзер у нас создался, айдишник у него 11. Давайте попробуем получить, да, этого юзера. Вот у нас есть поле ID. Execute. Эрик тест, да, вот, все, супер. Мы создали нашего юзера. Все работает, все круто. Давайте теперь мы сделаем следующее. Напишу docker restart и давайте напишем PetClinic. Так. Перезагружается. Так, и опять также дернем этот айдишник. Ага, супер. Мы докер контейнер перезагрузили. Видим, что больше нашего типочка здесь нет. То есть наш айдишник 11 больше не работает. Супер. Хорошо. Это мы с вами выяснили. Так. Ну и получается, вроде как на все нужные нам вопросы мы получили ответы. То есть мы знаем, что у нас авторизация есть. Нет ее авторизации, потому что это не баг, это заложено системой.
У нас есть база данных, которая поднимается внутри себя, и в случае чего мы будем что делать правильно? Мы будем рестартиться, если вдруг что-то сделаем не так, и наши данные будут пропадать. Что у нас получается? Нет авторизации, значит, все круто. Клиент простой, без токенов сессий. Это срезает нам еще кусочек кода, когда мы будем писать автотесты. Данные у нас, соответственно, будем брать мы их из скрипта. Мы не будем опираться на седовые данные, то есть чужие данные. Посмотреть на них сейчас можно будет в рамках дергания ручек, да, но будем, конечно же, создавать все наши данные для теста самостоятельно. И, соответственно, получается, все, что нам нужно, мы уже узнали. Значит, тесты будут создавать себе данные, сами же за собой прибираться. В общем, все как должно быть и как положено. Круто, круто, круто. Хорошо. Совсем разобрались, можно смело переходить дальше. Что мы будем делать с вами дальше? А дальше мы будем уже работать непосредственно со Swagger и с Postman. Это все мы будем делать в рамках этой серии, наверное. Но давайте, так, что у нас по времени, сколько видео уже длится? 11 минут, да? Так, многовато. Давайте, знаете, что тогда сделаем? Давайте тогда, наверное, все-таки сейчас построим все, что нам необходимо. А уже дергать полноценные запросы мы будем в следующем видео полноценно. Чтобы сильно не растягивать. Я думаю, это будет отличной идеей. Да, давайте, пожалуй, так и поступим. Значит, смотрите, сервис мы с вами подняли. Что мы еще можем с вами посмотреть? Ну, пойдем уже в Swagger смотреть. Так, у нас здесь есть набор ручек. У нас есть, да, прошу прощения, если звук был за окном слишком сильный от мотоциклов. У нас есть несколько ручек. У нас, по сути, есть специалисты, есть визиты. Это вот нам не нужно. Нам, по сути, нужны 3 основные ручки. Это овнерсы, пэтсы, да, и pet types. Почему? Потому что вот. Pets, овнерс. Отлично. Будем использовать эти самые 3 ручки. На остальное, то есть визит, вец, да, специализация, мы на это не будем не смотреть. Это нам не нужно. В целом у нас тут большое количество ручек, но, как я сказал, нам нужно будет только несколько из них. Так, давайте, знаете, что мы сразу же сделаем? Давайте пойдем, посмотрим вниз до раздела «Схема». Вот у нас есть раздел «Схема». Здесь, когда мы заходим в Swagger, здесь мы можем как раз посмотреть раздел «Схему». Будет список полей и ограничений. То есть, по сути, здесь не просто какой-то, да, список полей, здесь мы еще и видим какие-то ограничения. То есть, ну вот, допустим, Ovner Fields, да, что у нас тут есть? Давайте посмотрим все 3, 4. Вот наши ограничения. Так, смотрите, у нас получается... Так, давайте посмотрим на first name. Что у нас получается здесь? Значит, first name и last name у нас есть регулярка. Значит, получается от 1 до 30, плюс также есть еще и регулярное выражение, в котором, если мы его расшифруем, то получится только буквы и разделители, да, цифр быть не может. Значит, у телефона у нас паттерн какой? Только цифры. Обратите внимание, что только цифры. Значит, максимальная длина у нас 20, да. Угу. Но с адресом здесь все понятно. Так, у телефона, значит, нет никаких плюсов, ничего этого нету. Супер классно, хорошо. То есть каждое ограничение, по сути, здесь мы можем увидеть, это ограничение из документации, да. Это то, что, как должен вести себя сервис по отношению к тому, как он работает. То есть если будет какое-то исхождение, расхождение, да, с результатами, значит, это баги. Вот. Окей, супер. Каждое наше ограничение, по сути, здесь из данного документа это уже готовый негативный тест. То есть, если у поля есть какое-то правило, значит, его можно нарушить и посмотреть, что скажет на это нам сервис. Круто, круто, классно.
Так, и давайте еще посмотрим, что у нас есть. Тут такое интересное. Pet, овнеры, овнеры. Мгм, мгм, мгм. Так, понятно, хорошо. Так, но визит нам не нужен. У Pet что у нас есть? У Pet тоже у нас есть информация. У Pet Type тоже у нас есть информация. Pet Fields. Окей. Хорошо, хорошо. Так, и давайте, знаете, что еще посмотрим? М, Где у нас тут есть какой-нибудь Овнерс? Тыры-тыры-тут, вот Овнерс. И что у нас тут есть? Так, ну вот, допустим, есть Овнерс. Овнер ID, да? Ну, какой там был у нас ID? 11. Ну, давайте 10. Что он нам скажет? Так, код 204. Тыры-тыры-тын. Тыры-тыры-тын. Окей, хорошо. Вроде как что-то есть. Так, давайте посмотрим, что он нам скажет на 9. Тоже 204, тоже есть какая-то информация. Ладно, я понял. Ну, сейчас нет смысла играться со всеми ручками подряд. Будем разбираться с ними последовательно. То есть, смотрите, что у нас получается? У нас есть Swagger. Swagger сам себя не рисует, да, он показывает нам спецификацию, которую сервис отдает по адресу вот этому. То есть v3, да, API Docs. Приложение генерирует ее из так называемого собственного кода, да, и по сути это то, что он заявляет о самому себе. Я, помните, да, в прошлом уроке скачивал OpenAPI, YAML файл, и в целом та самая проектная спека, да, написанная руками, здесь она первичная, соответственно, код в этом проекте генерируется из нее. Ну и раз у нас документы есть и в Swagger, и здесь, то в целом у нас уже, по сути, все карты на руках. Можем переходить, наверное, к созданию всего, что нас интересует. Единственное развитие, что, знаете, меня беспокоит момент один. Смотрите, ожидания должны соответствовать, это понятно. Некорректное тело запроса, да? Так, где у нас тут Ovners? Так, вот у нас постзапрос. Давайте, ну, допустим, сделаем вот так вот. 500. Хорошо, окей. Вроде как все работает. Так, но тут есть у нас такая штука, как контент-тайпы, да? С ними, по идее, тоже могут быть вопросики, поэтому давайте на всякий случай мы будем дублировать запрос. Ну, вообще, в основном сейчас пойдем играться с постманом, поэтому, наверное, стоит им заняться. А уже потом будем делать все остальное. Так, разрешаем постману ко всему доступ. И давайте импортируем сюда все, что нам необходимо. Так, обновимся мы подом. Так, Swagger у нас есть. Все, что нам нужно, по сути, у нас здесь есть. И, наверное, давайте быстренько импортанем все, что нам нужно. То есть вот я открываю импорт. Здесь выбираю файлы, которые мне нужны. Рабочий стол. Так, и вот они, два файла. PetClinic, Environment и коллекция. Так, импортируем. Ага, так, это у нас еще старые. Галочку поставим, чтобы она у нас была. Иначе... ну тут, по сути, только localhost прописан, да? Ладно, окей, хорошо. Так, non-regression test. Все, да, на этом больше ничего нету. То есть, по сути, здесь уже есть тесты готовые. И больше ничего здесь нету.
Окей, хорошо. Так, знаете, что тогда, наверное, сделаем? Ага. Да, так, у нас, получается, компоненты есть. Они участвуют, да, в работе? Да. Ну тут у нас, получается, есть, что нужно так. Только вот знаете, что меня интересует? Меня интересует тот факт, что я бы хотел, как и в Swagger, здесь видеть все ручки. Давайте я попробую сделать вот так вот, смотрите. Я копирую Swagger, ну, можно даже вот так вот сделать. Копирую вот эту вот ссылочку. Иду сюда, импорт, делаю вот так вот. Postman коллекция, импортируем. Вот это мне нравится. Так, сюда. Значения тоже учитываются. Петовнер. Что у нас в теле? Ну-ка, можно создать? Да, создал. Айдишник 11. Круто. Так, Повнерс ID, gets. Мгм. Давайте запишем. Так, вот она, да, наш новый созданный пользователь. Окей, супер, работает. В общем, у меня есть Node Regression Tests, и я еще дополнительно перетащил сюда вот эту вот документацию, тоже в Postman, чтобы было проще и удобнее все тыкать в Postman. Поскольку здесь у нас есть чуть больше опций, поэтому будем играться с Postman. Swagger мы в целом больше трогать не будем, наверное. Swagger мы будем забегать для того, чтобы посмотреть, что у нас здесь вот в схеме по документации описано. Все. Так, давайте подытожим наше видео текущее. Что у нас есть? У нас есть развернутый наш сервис. Мы знаем, как он работает, как он устроен. Мы понимаем, почему у нас нет авторизации, почему у нас после рестарта докер-контейнера мы затерем все данные. И значит, тесты должны будут создавать данные для себя самостоятельно, сидовые данные мы не трогаем. И по сути, где-то все у нас хранится, да, тоже мы это все выяснили. Здорово. Мы закинули себе в Swagger Non-Regression Tests те самые тесты, которые были в репозитории. Плюс я дополнительно сюда же перетащил backend документацию из Swagger, да, прямо сюда в Swagger, из Swagger в Postman, чтобы мне было проще и удобнее здесь с ней работать. В целом меня это все устраивает. Окей. Здесь вопросов нету. Давайте тогда, наверное, в таком случае данное видео закроем. И пойдем разбираться, играться с ручками уже в следующем видео. Хотя, подождите, давайте, знаете что, сразу же создам, наверное, так, создать папку Excel документ. Давайте быстренько еще здесь создадим. Excel документ. Для чего мне нужен этот самый Excel документ? Этот Excel документ мне нужен, по сути, для проверок. Значит, давайте здесь я быстренько это все пронумерую. Ну, нумерация пускай будет 1. Так, пускай будет группа. Метод. Метод плюс путь будет. Так, что еще мне потребуется? Туру-туру-туру, что отправили? Да. Что отправили? Код ответа. Соответственно, тело. Так, тело. И что еще мне нужно? Заголовки. Наверное. Курл. И заметка пускай будет какая-нибудь. Вот так вот. Пускай у меня все будет эта информация. Для чего? Для того, чтобы, опять же, в случае чего, с этим документом я уже мог полноценно работать. То есть, грубо говоря, сейчас мы с вами будем кликать в Postman все эти ручки, да, и чтобы не бегать, не пытаться вспомнить, что я делал в первой ручке, что были во второй, какие ответы я получал, я это все буду записывать в вот эту табличку. Таким образом, у нас будет некоторая книга, да, из 9, ну, сколько у меня тут колонок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 колонок. Из 8 колонок, по сути, где я буду вести ее как журнал. Что будет информация,
с которой я буду дальше работать уже в рамках автотестов написания. Все, много уже добавил сюда в это видео, поэтому давайте здесь закрываем. Спасибо за внимание, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся и переходим к следующему видео. Всем пока.